Всем привет! У нас сегодня дневной выход, прекрасная погода, температура воздуха градуса 24, воды 16, ветра нет, поэтому самое время взять в руки молоток. Так, чем я сегодня буду заниматься? Буду из 30-граммового грузила делать донную оснастку весом 18 и 12 грамм. Следующим образом. Сначала я хочу вытянуть, чтобы потоньше стал кусочек свинца. Потом я хочу его разделить, соответственно, на 18 и 12 грамм. Поэтому сначала я хочу сделать более-менее равномерный диаметр по всей длине, а потом уже придать какую-то обтекаемую форму приманки. Вот в итоге груз, который был. Почему я именно этот груз использую? Все просто, потому что он у меня есть такой. Конечно, проще всего взять, купить одну блесну на 18 грамм вытянутую, одну на 12. Вот. Но поскольку мы легких путей не ищем, поэтому занимаемся вот такой ерундой. Вот что было и вот что получилось. Теперь мы это все дело взвесим. Так, что мы имеем? Мы имеем груз весом ровно 30 грамм. Теперь наша задача состоит в том, чтобы каким-то образом его разделить на 18 и 12. Приблизительно так вот будет 15 на 15. 15 плюс 7,5 это 22,5. Вот так где-то будет 18. Так, где-то будет 18. Сейчас проверим. Глаз, алмаз. Получилось где-то 11 и 19. Включаем весы. Что мы видим? 19,28 грамма. Ну и, соответственно, 11,3. Теперь нужно придать, соответственно, форму. Начнем мы, наверное, с более тяжелой приманки. Почему? Потому что, по большому счету, для дальнего заброса форма уже неплохая. Старое отверстие мы здесь проковыряем. Осталось сделать ушко в той части, где будем цеплять ассист. Нужно его немножко расплющить. Можно даже расплющить плоскогубцами. Вот так вот.
Он даже плоскогубцами очень хорошо разминается. Даже молоток не нужен. Молотком немножко подстучим, чтобы просто поверхность была гладенькая. Так, ну все. Вот такая у нас получилась заготовка. Что теперь осталось сделать? Осталось у меня шило. Осталось пробить здесь отверстие, сделать аккуратненько. Можно лучше всего, конечно, просверлить его. Поскольку сверла нет, делаем шилом. Все, отверстие достаточное. Обрабатываем край. И после этого доводим внешнюю форму, чтобы она была более обтекаемая. Более обтекаемая, более эстетично выглядящая. Можно еще вот здесь вот сделать небольшую бороздку, чтобы шнур, когда затянется, чтобы он в этой бороздке лежал. Такое небольшое углубление. Большое углубление здесь. Все, готовы две заготовки. Вот что было и вот что получилось. Итак, второй этап изготовления донной оснастки. Сразу говорю, это вторая попытка записать. Первая у меня не получилась. Небольшой мастак в детальной видеозаписи. Поэтому это вот 19-граммовая, уже побывавшая в воде, поработавшая оснастка. Немножко в начале тут вот она обдалбывается об камни. Ну, в принципе, ничего страшного, проживет. Вот каким образом она у нас выглядит. Вот. И 11-граммовая, та, которая на первой попытке сделал, я ее уже с успехом оборвал, привязал в качестве лидера леску. Вроде не должна была оторваться, но как-то вот оборвалась. Поэтому я сделал еще одну, на весом где-то 11,5 грамм. Ну почему где-то? Вот же уж у нас есть весы. Мы сейчас ее точно и взвесим. 11,44 грамма. Ну и та, которая потяжелее, весит у нас 19,15 грамм. Ну, 19 грамм вполне хороший для этих целей вес. Можно где-то от 18 до 20. Где-то так делать. Итак, это мы отложим. Что нам понадобится? Наша заготовочка. Крючок. Самый в нашем локальном магазине это самый дешевый из крючков для соленой воды. Он без ушка, с расплющенной частью, мягкий, гнущийся, но не ржавеет. Его даже промывать ничего не надо.
он не ржавеет. По цифрам я не помню, какой он там номер, честно говоря. Это классификация часто просто с толку сбивает. Длина цевья, вот, цевья от этой точки до этой у нас 23 миллиметра. И расстояние от жала до цевья 9 миллиметров. Ну, это так, чтобы прикинуть, какой размер нужен. Что нам еще понадобится? 20-сантиметровый кусочек флюра, потолще, какой у вас есть, я использую диаметром 0,25 миллиметра. Там нагрузка разрывная у него, по-моему, килограмм 20. Ну, это что есть, можно, в принципе, и тонкий. И самый тонкий кусочек, это для вот этой петли. И для привязывания ассиста я использую самый тонкий флюр, какой у меня есть. Диаметр, боюсь соврать, не помню. Ну, короче, самый тонкий, какой есть. Леска здесь не подходит, леска обрывается. В общем, в принципе, можно использовать все, что есть. Можно толстый-толстый, можно тонкий-тонкий. Но принципиальным здесь является использование именно шнура. Так, что еще мне понадобится? Вот у меня кусочек фольги. Выглядит это все таким вот образом. Вот я покупал, делал кухню. Лента алюминиевая, фольгированная, наверное, так. 0,05 на 50 метров. Вот так она выглядит. Просто у меня остался большой моток, поэтому я использую для придания более эстетичного вида своим приманкам. Мне просто так больше нравится. Ну и я думаю, что все-таки получше эта рыба привлекает, чем такой окислившийся свинец. Хотя вопрос спорный. Длина полоски равняется длине нашего буллера, ну плюс там пару миллиметров. Вот. Что еще понадобится? Ножницы. Естественно, я использую ножницы на своем рыболовном ноже. Клей. Можно быстросохнущий клей, но мне больше нравится, как себя ведет. Можно момент обычно, это у меня обувной клей. Зажигалка. Шелковая красная нить. Можно шелковая, можно... Ну, шелковая просто живет дольше. Проживет подольше. Итак, с чего начинаем? Начинаем. Где же у меня тут вверх я задумал? Ну, по большому счету без разницы. Начинаем с изготовления вот этой петли. Вот как она должна выглядеть в итоге. Ничего не мешает, просто петелька торчит. Как я делаю? Продеваю один раз через так, это, кажется, задняя у меня была, да, вот передняя. Раз. Два. Подтягиваю все, ну, так, ну не сильно, ну, чтобы там петель не было. Выравниваю длину. И дальше одинарный узел. Подтягиваю ее поближе к самому буллеру, чтобы петелька была не очень длинная. И второй раз продеваю концы, ну, обычная восьмерка.
Просто одинарный узел проще по шнуру подогнать, чем вот так вот восьмерку двигать. Все, и затягиваю, контролируя положение этого узла так, чтобы длина, ну, не больше сантиметра в итоге. Расстояние от узла до буллера было. Все, подтягиваем. Раз, два. Можно изнутри его немножко подтянуть. Все. Обрезаем лишнее. Ну так, миллиметра 4 вставляю. Можно не подпаливать, я подпаливаю. Немножко подпалил. Так, у меня тут, это же небольшой. Немножко тут нужно побольше срезать. Сейчас покажу для чего. Немножко побольше срезать. Слегка опаливаем. Теперь дальше что я делаю? Вот эту петельку, которая у нас есть. Петельку вытягиваю. Так. И завожу образовавшийся узел в отверстие. Ну, шнур достаточно толстый, а буллер 11-граммовый не очень большой, поэтому, ну, полностью он в отверстие не вошел. Ну, в принципе, вот лежит прям неплохо. По большому счету можно и так оставлять и ловить, и все будет работать. Ну, немножко будет больше травы цепляться. Пока оставляем. Следующий. Привязываем ассист. Берем тонкий флюр, делаем, складываем, получаем петельку, вставляем ее в отверстие. Вставляем. И из петельки выводим наших два свободных конца. Все знают этот способ привязывания. И подтягиваем. Вот. Теперь нам нужно отмерить длину, сколько отрезать. Ну, можно. Я на глаз обычно делаю. Это сейчас так, чтобы понагляднее было и понятнее. Где-то приблизительно расстояние от буллера до крючка должно быть порядка сантиметра. И плюс где-то сантиметр на намотку у нас. То есть вот где-то здесь нужно его подрезать. Берем, подрезаем. Подрезаем. Проверяем, что у нас тут получилось. Получилось немножко длинноватое. Раз длинноватое, мы капельки на конце сделаем побольше. Подпаливаем аккуратненько, чтобы эти капельки не загорелись, самое главное. Проверяем, что у нас тут. Так, длинновато. Еще можно пару миллиметров нужно нам убрать. Так.
Капельки не очень получились красивые, но вот сейчас длина прекрасная. Теперь самая трудоемкая часть процесса. Берем красную шелковую нить. Ну, проще сразу так сантиметров 40, 30-40 взять, обрезать. Потому что если с катушкой мотать, то катушка падает на пол, разматывается. Короче, кошмар. Итак, самая трудоемкая часть — это привязывание крючка. Привязывание крючка. Ну, это часть терапии, поэтому запасаемся терпением и аккуратненько привязываем. Не спеша. Что-то сейчас у меня прям нить к нити ложится. Обычно очень все криво. Так, доматываем до этих образовавшихся застывших уже капелек. Капельки я не закрываю и мотаем обратно. Уже посильнее нить можно максимально, с максимальным усилием наматывать, потому что эта намотка дальше держать будет нашу рыбу. Вот, бросаем свободный конец и доматываем до расплющенной плюшки этой на цевье. Так, вот что у нас получилось. Теперь самая ответственная часть в этом во всем — это узел завязать. Самый удобный способ в этот момент — попросить кого-то завязать просто 2 узла последовательно. У кого-то у нас нет, поэтому вяжем сами. Раз. Не двойной, просто одинарный узел. И 2. Хорошенько затягиваем. Ну, не настолько, чтобы оборвать нитку. Ну, нить лучше здесь, конечно, шелковая работает. Оставляя 4-5 миллиметров, 6 длиной кончики. Вот получилась у нас такая конструкция. В принципе, все. Можно бежать на рыбалку. Но все-таки мы доведем эстетическую часть этого процесса. Дальше что я обычно делаю? Первый этап. Это подмазываю усики клеем, чтобы они схватились к намотке. Вот, получилось. Сейчас клей немножко подсохнет, и можно будет руками сделать это все, ну, поджать, чтобы все это дело тоненько, аккуратненько было. Прошло пару минут, клей схватился. Поджимаю я все эти, чтобы все это дело приняло вот такой вот обтекаемый вид. Ничего там не торчало, ни за что не цеплялось.
ни за что не цеплялась. И промазываем хорошенько всю намотку со всех сторон. Здесь можно использовать, в принципе, все, что у вас есть. Можно лак для ногтей, наверное. Я не пользовался. Так, у греков подсмотрел. Они пользуются лаком для ногтей. Вот. Все. Ну, клея многовато. Можно все это дело как-то убрать там зубочисткой. Ну, я предпочитаю, даже если много наляпал, чтобы он немножко подсох, потом пальцами подогну, пальцами поджать и все. Так, ну теперь нужно немножко подождать, чтобы она подсохла. Минут 10-15 выпить кофе и потом продолжить. Итак, клей у нас подсох. Даже особо его поджимать не нужно, но он высохнет. Он высохнет весь. Теперь нам осталось сделать два небольших дела. Это заклеить вот эту носовую часть. Ну, основная идея в этом. Если нет фольги, можно, кстати, если нет фольги с липким слоем, можно использовать обычную фольгу наклеить. В принципе, я думаю, что тоже будет неплохо. Отделяем бумагу от фольги. Дальше видим, что где-то миллиметра 4 лишних у нас. Еще раз окончательно примеряем. Пару миллиметров спереди должно быть, пару миллиметров сзади. Отлично. Приклеиваем. И дальше аккуратненько все это дело обматываем. В принципе, достаточно. Сейчас вот уже этой фольги достаточно, больше мотать не нужно. Сейчас обрежу лишнее. И здесь, соответственно, вот более вытянутая цилиндрическая форма, естественно, обматывается лучше.
если средняя часть тоньше, намного толще, вернее, а с одной и с другой стороны очень сильно идет уменьшение диаметра, тогда, ну, посложнее немножко наматывать все это. В принципе, можно. И аккуратненько я так вот ногтем носовую часть поджимаю. Ну, просто знаю, где цепляется трава уже. Поэтому так вот делаю. Ну, естественно, когда делаешь не на камеру, то все это раза в 2, наверное, быстрее происходит. Просто на камеру хочется, чтобы как-то поэстетичнее выглядело все. Так, ну вот и все. Вот и все. Вот практически готовая оснастка. Ну, клей тут еще не подсох, ему там полчаса-час нужно. Единственное, что я еще делаю, вот это с прошлого раза осталось. Это стандартный вот этот крючок. Вот в этом месте, где заканчивается обмотка, я немножко подгибаю. В этом случае он меньше цепляется за камни. Вот таким образом. Оп. Приблизительно, чтобы жало смотрело на конец крючка. Вот на расплющенную часть. Все, оснастка готова. И вперед на рыбалку. Первая же поклевка новой оснасткой. Буквально на первом уже подбросе сразу рыба взяла. Большой нутик. Вот он такой. Ну, мы возьмем кошака накормить. Так. Ну. Ай. Ну, мелкая рыба уже, мелковатая здесь, да. Барсик, ну ты там все мяучишь, думаешь, что ж мне кажется. Травы много. Барсик, ну иди, дам тебе рыбку, иди сюда, иди. Ну иди, поймал же уже тебе. На, иди, Барсик, какая у тебя степень голодности, Барсик? Тихо. Барсик, иди сюда. Барсик, иди сюда иди. Есть хочешь? Барсик, есть хочешь? Хочешь, я понял. Все. На. Поймал уже, на. Тряпка. Да ешь, тут сиди. Куда пошла? Сейчас в воде уже темно, солнце село. Я вон фонариком подсветил. Видно, как эта бусинка светится хорошо. Ну, хотя я не думаю, что сейчас поклевки с этим связаны. Сейчас свое пристреленное место бросаю. Ну, здесь, как правило, рыба небольшая. В основном попадается кругляк здесь. Ну, под берегом может и скорпина крупный долбануть.
Забросил немножко левее. Место я это знаю. Здесь в основном песок. И небольшое скопление камней на дальности заброса и возле берега. Поэтому приманка спокойно. Оп! Есть, рыба есть. Спокойно соскочила. Елки-палки, а. Плохо подсек. Но рыба была, но подсек плохо. Так, ну то есть с направлением я угадал. Возле той груды камней, которые я знаю, она берет. Чем не засеклась там? Крючок острый. Поклевка неплохая была. И рыба достаточно крупная. Что ж, попробуем ее еще раз подразнить. Так, немножко я правее. Ветром снесло. Ну ладно. А дракона я поймал вот там, где стоит кран. Насыпают, делают буну. В конце в самом. Так, ну поклевки-то идут. Но что-то, видимо, рыба не очень крупная. И я тороплюсь. Так, пробуем. И бросил. Проходит груз, груду камней. Да, здесь на легкой приманке. Так, поклевка. Еще пробуем. 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 Еще пробуем. Не крупная рыба. Еще чуть-чуть тюкнула. Что-то нет поклевок. Или сидит, или сбила наживку. Так, тюк. 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 Оп! И в дамках. На самом деле она, скорее всего, уже сидела. Она уже сидела. Вот он, красавец какой. Вот она бежит, наша кошка бежит на ужин. Бежит, Барсик, Барсик. Ну, сейчас обожди, обожди. Барсик. Сейчас дай запечатлею его. Мяу. Да понятно, что мяу. Так. Ай. Сейчас надо ж на камеру как-то его снять. Вот такой красавец. Вместе с приманкой. Ну, не самый большой, но тем не менее неплохой размер. Так. Все. Мяу. Муши, Барсик, мяу. Мяу надо говорить, Барсик. Есть хочешь еще, Барсик? Барсик. Рыбу еще будешь есть? Барсик. Рыбу еще будешь? Буду, конечно. Да и большую. А большую будешь есть, Барсик? Буду. Да и ладно, я понял, я шучу. Знаю, что есть хочешь. Обожди, 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 обожди. Засекся хорошо. На. Ам. Да ешь, ешь, сиди. Давай, давай. Любишь же живых, трепыхающихся. Сняется. Ну ладно, не будем мешать им.
Итак, какой мы вывод делаем? Оснастка работает прекрасно. Камни проходят отлично. Вот немножко травы. Ну, я через петлю привязал без карабинов, без ничего. Камни проходят прекрасно. Не знаю, обычно работает, сейчас не работает. Но рыба клюет. Поэтому продолжаем бросать. Естественно, дальность максимальная. Начал я с легких приманок, с 11-граммовой. Вот ближние дистанции. Сейчас покуда пробросаю здесь все. Потом перемещусь немножко там подальше. Тоже можно 10-граммовую побросать. Ну а там либо ветер усилится, либо более тяжелую буду бросать. Ну, в общем, посмотрим. Ну, пока я доволен тем, что сделал. И летит она хорошо. И камни проходят хорошо. И самое главное, что рыба попадается. Ну и в принципе так ловить интереснее. Еще поклевка идет. Оп! И сидит очередной клиент небольшой. Скорее всего это круглячок, либо совсем маленький кнут. Ну, небольших я сейчас скормлю нашей неизменной спутнице на рыбалке. Плюс там по дороге дочка ее тоже обозначила свое присутствие. Да, кругляк, небольшой круглячок, который обычно сидит возле камней, такой более темный. Вот он, такой вот. Барсик покуда не справилась с предыдущей рыбкой. Ну ладно. Мы ее не будем торопить. Барсик, ты как? Барсик. Ну, вижу по твоей довольной морде, чешуе, что ты довольна. Барсик, наелась уже. Не? Барсик, наелась уже? Или еще будешь есть? Барсик. Не будешь где это приманка, наживка. Барсик, рыбу будешь еще? Барсик, скажи, рыбу будешь еще? Барсик, скажи, рыбу будешь еще есть? Барсик, словами скажи, рыбу будешь есть? Барсик. Ну, уже не голодный, уже не хочет разговаривать. Ладно, на. Ам. Бери, бери. Ам.